Вообще, глобально, весь анализ активности путинского режима сводится к тому, что его ловят на вранье. Большая проблема таких режимов заключается в том, что когда происходит настоящая беда, наблюдатель остается словно подвешенным в воздухе. Когда государство перманентно врет, перебирая версии на ходу, очень сложно за что-то зацепиться. С нашего предыдущего ролика фактология не слишком изменилась, как в количестве жертв, так и с точки зрения действий властей. Предполагаемые террористы задержаны. Об этом задержании мы еще скажем в конце. Но начнем с выступления Путина, который обратился к нации с единственным сущностным тезисом: «Во всем виноваты украинцы». Прямо он этого не сказал, но когда речь заходит об окне на границе для террористов, через которое они должны были скрыться, то понятно, кто это окно открыл, тот их и прислал. Главный прием российских властей при любой катастрофе – создание этаких тепловых ловушек. В военной авиации с помощью таких ловушек сбивают с курса ракеты с тепловым наведением. Похожим образом действует российская пропаганда. Во время кризиса предлагает обсуждать какую-то побочную совершенно тему. Впервые такой прием мы наблюдали при теракте в Домодедово. Но не хочется властям обсуждать, как взрывное устройство в принципе попало на территорию международного аэропорта. Куда лучше обсудить жадных таксистов, взвинтивших цены на выезд с территории. Из этого сделали целый сюжет. Толпы нашистов тогда приехали в аэропорт с табличками «Такси до метро бесплатно». Аэропортовых таксистов, бравших стандартно $100 по тогдашнему курсу за машину от Домодедова до ближайшего метро, их и так люди недолюбливали. А тут просто показательный сюжет. Таксист наживается на крови. Однако аэропорт Домодедово в те годы был устроен таким образом, что главный выход упирался прямо в станцию Аэроэкспресса, поезда до центра Москвы. И такси вовсе не являлось основным транспортом, ведь поезда ходили как обычно и по обычным ценам. Но об этом в новостных сюжетах умолчали. У людей, не бывавших в Домодедово, сложилось впечатление, что офигевшие таксисты оставляли людей у самого эпицентра взрыва. Сегодня очень похожая ситуация. Спецслужбы, главное и любимое детище Владимира Путина, профукали крупнейший теракт почти за 20 лет. Теракт не спонтанный, а подготовленный и совершенный людьми, которые где-то достали армейское вооружение и умели им пользоваться. Это не были обиженные на жизнь школьники, впервые взявшие в руки оружие, которые стреляют куда попало, попутно офигевая от отдачи. Это были люди, которые за очень короткое время перебили десятки человек. Без нервов, без суматохи. Просто отстрелялись, подожгли концертный зал и ушли. И случилось это буквально через пару часов после того, как Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов. Государство ясно показало, за кем оно следит, на кого тратит ресурсы, а на кого можно подзабить, профукав настоящих террористов прямо перед собственным носом. Вот и получается ситуация. Вооруженные головорезы расстреливают людей в столице, а силы быстрого реагирования прибывают на место, когда все уже кончено, через час с лишним. И происходит это в стране, где безопасность возведена в ранг религии, где режим организовал сплошную сеть слежки за гражданами и не стесняется устраивать маски-шоу на частных вечеринках. В такой ситуации разговор о произошедшем должен был начаться с отставок. Возлагать же всю ответственность на террористов за теракт – это такое себе объяснение. Всегда есть люди, которым не нужны особые причины, чтобы устроить смертоубийство. И по идее граждане содержат бездельников на Лубянке ровно за тем, чтобы бездельники эти террористов ловили до того, как случится катастрофа. Отставки – очевидный сюжет. Избежать подобного обсуждения сложно. Даже самому аполитичному человеку ясно, что если людей безнаказанно расстреливают, то государство тут сломалось. Кто-то не сделал свою работу или посчитал, что его работа заключается в чем-то ином. Здесь сейчас прервемся на короткое некоммерческое объявление от «Медузы». Посмотрите, пожалуйста, это важно. Если вы хотите своевременно узнавать о происходящем в стране из надежного источника, установите себе приложение «Медузы». Для него не нужен VPN. В самом приложении уже есть несколько встроенных способов обхода блокировок. Достаточно просто нажать кнопку в настройках, и вы спокойно сможете читать «Медузу» внутри России. Иконку можно сменить на нейтральную, чтобы никто посторонний не понял, что это за приложение. Также там доступны книги, которые в России не выпустить.
Елены Костюченко, Михаила Зыгоря, Катерины Гордеевой, Дарьи Сиренко и других авторов. Их можно почитать совершенно бесплатно. Есть даже книга Натана Щеранского «Не убоюсь зла. О природе тоталитаризма». Если приложение «Медузы» у вас уже стоит, не забывайте его регулярно обновлять, чтобы обход блокировок продолжил работать. И обязательно поставьте хорошую оценку приложению в App Store или Google Play. Приложение постоянно минусуют боты, и, оставив отзыв, вы поможете исправить ситуацию и поддержать «Медузу». Ну а также просто читайте «Медузу» на их сайте и подписывайтесь на их телеграм-канал, если хотите. Все ссылки в описании. А мы вернемся к отставкам. Очевидно, система пытается избежать этой темы, поэтому мы-то уж о ней поговорим. Так вот, поэтому в обращении Путина все им сказанное не имеет особого значения, кроме главного. Единственное, что собирался сказать и сказал Путин публике, для террористов, мол, с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Единственное, важное тут. Что это за окно в границе воюющих государств? Известно одному только Путину. Как это окно украинцы должны были организовать с российской части фронта, тоже Путин как-то не объяснил. Но это не важно. Важно то, что такое заявление тождественно обвинению Украины в организации теракта. Да, Путин не обвинил Украину напрямую, поскольку это вызвало бы такую же прямую реакцию Запада, который предупреждал о теракте заранее. Но имелось в виду именно это. И он хотел, чтобы поняли именно так. Путин указал горюющим людям на врага. Теперь все должны сойтись в идиотской информационной схватке, доказывая друг другу, имеет или не имеет Украина отношение к теракту в Крокусе. Понятно, что не имеет. Но замысел-то, чтобы все об этом спорили, вместо того, чтобы обсуждать крупнейший за 20 лет провал российских спецслужб. Люди должны сейчас бегать по плану властей, занятыми бессмысленной и агрессивной дискуссией. В ней утонет вообще вся суть произошедшего. Как будто не было никакого исламского государства, никакого провала спецслужб, никаких новейших армейских автоматов в руках террористов. Ничего, что на самом деле важно. Ничего, относящегося к делу. И это не единственная такого рода ловушка. Вот глава фракции «Единая Россия» в Госдуме вновь заговорил о смертной казни. Это сюжет, который всякий раз возникает, когда чиновникам нужно о чем-то почесать языками. Теракт случился, маньяк завелся, ночной клуб сгорел. Все на свете лечится даже не самой пулей в затылок в Бутырском коридоре, но сладострастным ее обсуждением. Но это не значит, что политических последствий не будет. Теракт в авторитарном режиме – это всегда повод. Лет 5 назад мы сказали бы, что это развяжет политической системе руки. Сейчас об этом речи нет. Уже непонятно, куда дальше можно развязывать. Несмотря на это, спустя много часов, спустя аж целую ночь, принято решение раскручивать украинский след. Я бы не стал прогнозировать тут мобилизацию или еще какие-то экстремальные шаги. Для них нужны политические мотивы другого уровня. Но идея украинского терроризма теперь явно станет частью государственного мейнстрима. Маргарита Симоньян, эта самоходная методичка, тоньше прочих почуяла направление ветра и еще до обращения Путина бросилась рассказывать об украинской атаке. Не будем здесь причитать, распевая, до какой степени российские государственные чиновники уроды, и пытаясь измерить, насколько в них нет ничего не осталось вообще святого. Это не наша забота. Нам важно в данном случае понимать, из страшной трагедии эти упыри напекут столько пропагандистских пирогов, сколько вообще возможно. К этому надо быть готовым. То, что в действительности должно нас пугать, это одна из видеозаписей задержания предполагаемого террориста и последующего допроса на месте. На видео один из силовиков отрезает человеку кусок уха и заставляет съесть. Бессмысленно в наше время говорить о законности. Но я хочу обратить внимание вот на что. Самым тяжким наследием чеченской войны исследователи спецслужб считают разложение силового аппарата. Через Чечню за 2 войны российская милиция, внутренние войска и спецслужбы того времени прошли почти в полном составе. Самое страшное, что они с собой оттуда привезли, это практику безнаказанного насилия. Рассказы о пытках в фильтрационном лагере Чернокозово публика 90-х читала с ужасом. А спустя десяток лет мы читали о тех же практиках в обычных районных отделениях милиции, которые по этому поводу даже пришлось переименовать в полицию.
Видео с отрезанием уха снял не подлый американский шпион. Те, кто скармливал человеку часть его же тела, поделились видеозаписью самостоятельно и с удовольствием. Они посчитали это доблестью. Что сразу у нас вызывает ассоциации с фронтовыми видео, где членовредительство, пытки и казни происходят постоянно. Раньше мы говорили, что эти все люди обязательно вернутся, но теперь мы видим, что они действительно вернулись. Как очень часто и совершенно справедливо говорит по этому поводу Екатерина Шульман, над трупом бандита должен стоять полицейский, а не другой бандит. Задержание террориста не должно выглядеть как расправа победившего мексиканского наркокартеля над проигравшим. Не потому, что кто-то испытывает эмпатию к подозреваемому, а потому что террорист, если это вообще террорист, то он отправится в черный дельфин. Но тот, кто ему ухо резал, что тоже преступление, останется на воле, будет ходить в форме и пользоваться неприкосновенностью. Разве мы раньше не видели чего-то подобного в исполнении российских силовиков? Что угодно видели. Но то были утечки, то был компромат, записи с регистраторов, втихаря украденные с сервера. Силовики таким не хвастались. Теперь же люди в форме публично отрезают другим людям уши. И государству это ок. Об авторшоках мы сказали, теперь вкратце просуммируем, что мы знаем на текущий момент. 133 человека официально признаны погибшими. Вероятные террористы задержаны в Брянской области. Международный консенсус состоит в том, что виновники теракта – исламские террористы. Российское начальство не спорит с этим напрямую, но пытается кивать на Украину. Пропаганда же российского государства обвиняет в теракте только Украину, разжигая ненависть. Пока это все, что мы знаем точно. Остальное – слухи и догадки. Как только что-то из них подтвердится, выйдем с еще одним роликом. Вряд ли скажем в нем что-то хорошее. Но есть надежда, что ситуация, по крайней мере, начнет проясняться. До завтра.